Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу еще несколько страниц моей книжки теней, книжки, которую вы все очень любите и очень ждете это видео. И поговорим мы в основном на тему карт Таро. И в конце этого видео я вам покажу свои старые карты Таро. И единственный пока что на данный момент. Я долго думала, показывать мне или нет, потому что я немножко стесняюсь, потому что они смешные, но все-таки решилась и покажу вам их. В последнее время я почти этим не занимаюсь. Возможно, в будущем куплю какую-то новую колоду и опять начну этим делом заниматься. Но так как это часть моего прошлого, я решила немножко об этом написать. И надеюсь, вам тоже будет интересно. Карты Таро. Здесь я написала виды карт Таро. Их на самом деле очень-очень много разновидностей, но все они делятся на классические, универсальные, авторские и узкоспециализированные. Классические карты Таро — это те, которые были созданы для знати и королевских семей. Они супер красивые, супер такие аккуратные и шикарные, можно сказать. Универсальные — это карты Таро, которые были созданы известными оккультистами и эзотериками. Сюда входят карты Алистера Кроули, Райдера Уайта и так далее. А, кстати, в первую категорию классические входят Висконти Сфорца, Ренессанса, Марсельские, египетские и так далее. Дальше идет категория авторские. Это карты, которые были созданы отдельными авторами. Например, сюда входят Таро богинь, Таро сфинкса, Таро 78 дверей, сказочные Таро и так далее. Они тоже все очень крутые, очень красивые. Узкоспециализированные карты — это карты, которые в основном используют дополнительно к какой-то основной колоде, и они помогают лучше в какой-то области разобраться в ситуации. Например, Таро гномов, они помогают в бытовых и денежных вопросах, Таро Монара для вопросов интимного плана, Таро влюбленных, в любовных делах и так далее. Их на самом деле очень много. Если вы посмотрите на eBay или там разных других сайтах, где можно купить карты, о боже, их просто огромное количество, и глаза разбегаются. Мне нравятся карты Висконти Сфорца. Они супер красивые, они просто шикарные. Даже если не гадать, их прикольно, наверное, фоткать, держать в руках, они радуют глаз. Сказочные Таро тоже замечательные на тему леса, эльфов. И еще мне очень нравятся карты Да Винчи. Они очень атмосферные. И еще у меня есть мечта наконец-то приобрести колоду больших карт, потому что мои карты мини, и меня это очень раздражает. Карты Таро, я считаю, должны быть большими, чтобы было приятно держать их в руках и чтобы чувствовалось, что вот их много. Каждый человек может придумать свои правила. Это, в общем, свобода действия. Карты Таро, нет каких-то определенных написанных правил. Главное, чтобы вам было удобно. Главное, чтобы вы ощущали поток фантазии и поток интуиции в то время, как гадаете. Это то, что мне нравится делать, то, что я делала, точнее. Вот. Первое, вот как покупаете колоду, надо их очистить, потому что никогда не знаешь, кто держал их в руках и какой энергией они успели пропитаться. И для этого есть много рецептов при помощи воды, соли, дыма и свечи. Здесь я нарисовала, как примерно это выглядит. В общем, ставится колода карт, ну, не в мешочке желательно, а раскрытая. Ставится на север соль, на юг свечу, желательно какую-то светлую, не темную. На востоке что-то, что дымит и что вам приятно, например, ароматическая палочка. И на западе стакан с водой или мисочку с водой. И надо, чтобы вы
полностью чувствовали себя хорошо и сконцентрировались на том, чтобы пропитать карты вашей положительной энергией, да, и подержать карты над каждым из элементов, думая, что вот карты сейчас очищаются. В принципе, можно просто силой мысли их очистить, но можно также сделать какой-то как мини-ритуал. Дальше это изучение изображений. Это очень важно, когда вы покупаете карты, вот вы не знаете, как они выглядят, и брать каждую карту в руки и заглядывать в нее, всматриваться, потому что в каждом рисунке каждый художник скрыл какой-то тайный смысл, или может вы его найдете для себя, и вы должны карты понять, чтобы можно было потом легче гадать, потому что да, есть книжки, которые описывают значение каждой карты, но если вы видите в этой карте какой-то свой личный смысл, то так как вы чувствуете, вы должны описать в первую очередь результат гадания. Поиск образов и ассоциаций. С каждой картой вы должны постараться найти какую-то ассоциацию, чтобы вам было легче запомнить, чтобы вы смогли лучше понять то, что хочет донести до вас художник и каждая карта. Итак, вы изучите ваши карты от и до, и вам будет легче потом понимать, что же они показывают. Карты хранить надо в мешочке, но так же, как и руны, лучше всего сделать мешочек самим. Я сплела крючком шерстяной такой мешочек, и там храню. Можно добавить туда какие-то элементы, например, кристаллы или какие-то травы, просто какой-то предмет типа кольцо, которое вы носили, чтобы просто пропитать их вашей энергией. Желательно гадать на платке или на куске ткани, но это не обязательно делать всегда. Вы можете гадать просто на столе. Я в основном гадаю на столе, но если, например, я помню, как-то меня подруга просила погадать ей, я взяла у нее дома, я взяла платочек, чтобы просто карты не раскладывать на ее стол, на свой платочек. Не скрещивать руки или ноги при гадании. Когда ноги и руки скрещены, это не позволяет потоку энергии нормально выходить. Вы как бы ее закрываете, поэтому вам будет тяжелее гадать. А также важно правильно дышать глубоко, чтобы вас ничего не тревожило, не мешало вам. Можно использовать магические предметы, чтобы помочь себе сконцентрироваться при гадании, но это не обязательно. Если вы можете сконцентрироваться абсолютно без ничего, вообще ничего не делаете, просто сразу начинаете гадать. Чтобы начать гадать, нужно чувствовать себя хорошо, быть бодрым и здоровым. Это очень важно, потому что гадание обычно занимает много времени, энергии, сил, и поэтому лучше вообще один раз в день только гадать или раз в неделю некоторые гадают, потому что это долгий процесс, надо смотреть на карту и пытаться понять, это занимает действительно много энергии, и если не хотите чувствовать себя как выжатый лимон, лучше всего, конечно, не увлекаться. Если человек, которому вы хотите погадать, вам неприятен, то лучше ему не гадать. Ну, потому что вы сами себе просто хуже сделаете. А если все-таки вы погадали ему, то после этого сделайте такую мини-очистку, пойдите помойте руки холодной водой. Карты тасует только хозяин. И вообще лучше лишний раз не давать никому трогать ваши карты. Это относится и к рунам тоже. Единственное, когда вот вытаскивать одну карту, ну тогда можно дать вытащить, а так лучше пусть не трогает никто. Открывать карты как книгу справа налево. Это очень важный момент, потому что в картах Таро очень важно, какой стороной перевернутой или прямой выпала карта. И поэтому, вот, например, вы разложили карты, надо открывать их как книгу вот так, чтобы не поменять просто позицию карты.
Желательно завести дневник гаданий, где писать дату и время и вопросы и ответы. Это все для того, чтобы просто запомнить, что вам выпало, и в будущем, когда, возможно, это все сбудется, сравнить, понять, что именно имела в виду та или иная карта, и сделать для себя какие-то выводы. Повторно на одну и ту же ситуацию лучше в один и тот же день не гадать, это очень плохо. Конечно, понятно, что очень часто выпадает ситуация, и вам вообще не нравится результат. Лучше не гадать раньше, чем через 29 дней, что является лунным месяцем, а просто дать картам отдохнуть на тему этой ситуации. Вообще не надо насиловать и пытаться вытащить тот результат, который вам нравится. Ну, в общем, это примерно все, что я хотела сказать на тему карт. Может быть, я что-то упустила, если что, добавлю в каких-то будущих видео. Вернемся назад. Здесь и здесь я нарисовала и написала свои какие-то самые любимые расклады. Это отношение человека к тебе. По этому раскладу можно понять, что человек думает, что чувствует, что делает, что думает делать, ваша реакция на то, что человек будет делать, планы и перспективы, итог, в общем. В основном я вытаскиваю по одной карте, но если я чувствую, что мне не хватает одной карты, я просто еще из колоды поверх ставлю другую карту, вытаскиваю. В общем, такой расклад интересный. И вот этот расклад я просто обожаю. Он помогает увидеть общую ситуацию человека, общую картину про него самого, что он из себя представляет и что у него творится в общем в жизни. Очень полезный расклад, и можно и на себя его делать, чтобы лучше понять себя. Первое — душевные проблемы. Второе — инициатива и в чем уверен человек. Третье — печали и огорчения. 4 — денежные дела. 5 — что препятствует, что разрушает человека. 6 — успехи, ум, репутация. 7 — любовные дела. 8 — бизнес, работа. 9 — здоровье, подсознание. 10 — дом и семья. Вот такой интересный расклад. Давайте я вам покажу свои карты. Да, перед этим хочу вам показать пару книжек, которые у меня есть. Признаюсь, я купила их в переходе. Это не крутые какие-то энциклопедии, книги на эту тему. Очень много читаю в интернете, точнее читала в последнее время меньше. В этой книге просто удобные короткие описания карты в правильном и перевернутом положении. В этой книге, я вам ее уже показывала, здесь есть про руны много чего, пару еще гаданий, и также есть про карты. И вот эти книжки, я ими пользовалась часто. Да. Насчет карт Таро хочу добавить, что, не знаю, для меня это как очень хороший такой способ расслабиться и дать просто ход мыслям, своей фантазии, интуиции, и просто посмотреть, к чему меня приведут мысли, и совпадет ли это с реальностью. Вот так выглядит задняя сторона карт, и сейчас вы будете смеяться. Но когда мне было 18 лет, мне было очень тяжело запомнить значение карт, тем более, что у меня младшие арканы, они без рисунка, а просто с значками. И я придумала, у меня такая идея появилась, писать прям сверху карт, обозначения вкратце. И вы знаете, очень удобно и очень мне помогло. Да, ну эти карты, они маленькие, и мне просто было их не жалко портить. Я написала гелевой ручкой, хорошо очень держится, не смывается. Некоторые рисуночки даже изобразила.
И я написала в правильном положении, что значит, и в перевернутом тоже. Так что вот такие у меня карты. Сильно не смейтесь. Да, давайте посмотрим их. Вот, например, семерка жезлов. Торговая война, мужество, успех. В перевернутом положении, неоправданные тревоги, конфликтов нет. Блин, здесь еще так тяжело понять. И вот здесь изобразила человека, который сражается. Как вы заметили, карты у меня такие универсальные. Эти иллюстрации были созданы Райдером Уайтом. Но говорят, что лучше всего для начинающих брать универсальные карты. Но я так скажу, что для меня важно, чтобы мне нравились иллюстрации. У Райдера Уайта не могу сказать, что сильно интересные иллюстрации. Я вам говорила, какие бы я карты выбрала себе в будущем. Вот. И вот так вот я на каждой карте рисовала, писала. И вот так вот гадала. Да, эта карта у меня сейчас как интересная память, забавно. Вот так вот выглядит. Карта Таро — это такая очень философская тема на самом деле. Ну, в принципе, как и руны, мне кажется. И еще один момент, который хочу сказать насчет карт Таро. Перед тем, как начинать гадать, надо хорошо потасовать и взять часть колоды, перевернуть, чтобы не только в правильной позиции были карты, но и в неправильной. И, как я вам сказала, например, вы раскладываете, да, разложили 3 карты, да, ну, как вот я иногда бывала, то, что прошлое, настоящее, будущее, это самое такое элементарное гадание, и как надо раскрывать, раскрываем, позже здесь тяжело, вот как книгу, справа налево, вот так вот, и смотрим, что же выпало. Ну, я сейчас ни о чем не думала, так что не смотрите на эти карты, они ничего абсолютно не значат. Если у вас будут еще какие-то вопросы, и если я буду знать на них ответ, обязательно отвечу. Я вам написала под видео о хлебе, что хочу с вами еще поговорить в следующем влоге на эту тему. Во время изготовления хлеба я поняла, что хлеб — это настолько энергетически сильный продукт, настолько он создает уют и классную атмосферу в доме, и мне стало очень интересно прочитать про историю хлеба и разные интересные моменты, чтобы записать свою книжку, так что я сделала целый разворот на эту тему и назвала «Магия хлеба». Ссылки сайтов, с которых я списывала информацию, я оставлю под видео, потому что это все с сайтов. Книжек у меня на эту тему нет, к сожалению, и вы всегда просите оставлять ссылочки, так что они будут внизу. Да, и я списала самые такие интересные факты о хлебе. Древние люди очень ценили хлеб, потому что считали, что в нем заключены все 4 стихии. Это огонь, вода, воздух и земля. Они считали, что хлеб защищает, обновляет, восстанавливает силы. В общем, очень такой сильный продукт. Древние египтяне хлеб, солнце и золото обозначали одинаковым символом, кругом с точкой по центру, таким, что, по-моему, очень прикольно. Это говорит о том, что хлеб для них был на вес золота и настолько же ценным, как и солнце. В Тибете есть обычай развеивать по ветру муку грубого помола, чтобы попросить о чем-то духов природы на Новый год, при рождении ребенка, а также на похоронах, чтобы душа умершего быстрее обрела покой в мире ином. На одном из сайтов я нашла такое интересное типа гадание на тему хлеба, на хлебе, и я его записала сюда и хочу с вами его обсудить.
и прочитать вам. Но попрошу не воспринимать это сильно всерьез, а больше как такой типа прикол, о чем можно поговорить на девичниках или просто на встрече с друзьями. С некоторыми моментами я, конечно, могу согласиться. Например, чем вкуснее хлеб, тем больше у человека жизненных сил, тем светлее и чище его аура, тем добрее он сам. Это правда, и мне кажется, это правда абсолютно с любым блюдом, которое человек готовит. Если у человека плохая аура, если он делает с плохими мыслями еду, то ничего не получится, это все будет невкусно. Если хлеб при выпекании всегда трескается, значит тяжелые испытания и перемены в судьбе. Если слишком вычурная форма, но хлеб вкусный. Человек очень озабочен мелочами. За деревьями не замечает леса. Этот момент я читала. И, кстати, вот у моей бабушки всегда получался супер-супер вкусный, пышный хлеб. Если хлеб пышный и легкий, у человека счастливая и легкая рука. В жизни многое будет получаться легко. Если хлеб вкусный, но тяжелый, человек добрый и мудрый, но с тяжелой судьбой, будет страдать из-за окружающих его людей. У меня раньше была такая проблема, все из-за того, что я ставила очень много муки. Так что не ставьте много муки, и у вас не будет тяжелая судьба. Пышный, но безвкусный. Человек ленив и жаден. То перепеченный, то недопеченный. Человек притягивает беду в дом. Хлеб не пышный, в доме завелась нечисть. Слишком аккуратный и красивый. Вот этот момент меня очень удивил, потому что если хлеб слишком аккуратный и красивый, это не совсем хорошо. Это значит, что у человека в ауре есть какая-то дыра, и он теряет много энергии, у него недостаток энергии, и, в общем, это плохо. Это очень странно. Хлеб всегда разный по размеру и форме, но вкусный. Вот такое у меня есть. Это значит интересная творческая натура, сильный интеллект. Ну, насчет интеллекта ничего не могу сказать, но, наверное, творческая натура, да, это про меня. Постоянно подгорает. Сварливый характер. Очень рассыпчатый. У человека в жизни будет много перемен. Ну, вот так вот. Теперь, ребята, остается всем начать печь хлеб и смотреть, какой он получится, и читать, что бы это могло значить. Напишите в комментариях, какой у вас хлеб получается. И это относится не только к хлебу, а, мне кажется, к абсолютно любой выпечке, можно по ней судить. Надеюсь, это видео вам было интересно и вам понравилось. Если это так, пожалуйста, поставьте пальцы вверх, поддержите это видео и мой канал. И если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Очень рада всегда новым людям. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.